На этих завораживающих дух кадрах вы видите последние секунды жизни потерявшего управление авиалайнера Boeing 727 под кодовым названием Big Flow, принадлежавшего компании Broken Wing. В том, что произошло тем солнечным апрельским утром, мы с вами и попытаемся сегодня разобраться. А пока что, с вас лайк авансом и поехали! В 2012 году в пустыне Сонора в Мексике было проведено экспериментальное крушение воздушного судна, целью которого было узнать, что происходит с самолетом и его пассажирами во время непредвиденной ситуации на борту во время полета и последующей авиакатастрофы. Этот эксперимент, известный как управляемое крушение Boeing 727, был организован и профинансирован несколькими американскими и британскими телеканалами и проведен группой ученых и пилотов. В ходе данного опыта Boeing 727-212 под завязку, заполненный видеокамерами, датчиками, специальными манекенами и другим исследовательским оборудованием, осуществил намеренное жесткое приземление на дно высохшего озера Лагуна Салада. Подготовка продлилась 4 года, а Мексика была выбрана в качестве имитации катастрофы после того, как американские власти отказались дать добро на проведение испытаний в США. Утром 27 апреля 2012 года Боинг пилотировал командир воздушного судна, опытный пилот Джим Боб Слоком, а вместе с ним на борту находился второй пилот Билл Уорлик, борт-инженер Джерри Дири и 3 профессиональных парашютиста. Полет к месту крушения сопровождал самолет Cessna 337B Skymaster. Когда Боинг достиг пустыни Сонора, второй пилот и борт-инженер покинули самолет в тандеме с 2 мастерами-парашютистами, а за несколько минут до крушения из лайнера выпрыгнул капитан Слоком в паре с тандем-мастером. После этого дистанционно управлять Боингом стал пилот Чип Шанли, находившийся на борту самолета сопровождения. За некоторое время до посадки он выключил боковые двигатели почти до холостого хода и полностью перевел на холостой ход хвостовой двигатель, чтобы врезать лайнер в пустыню с выровненными крыльями. В какой-то момент Big Flow из-за большей скорости оторвался от сопровождающего самолета, и радиоуправление было прервано из-за потери сигнала, в результате чего Боинг приземлился в незапланированном месте. После удара о землю авиалайнер рассыпался на несколько сегментов. Кабина и передняя часть салона самолета оторвались, а также откололась несколько мелких обломков. Двигатели продолжали функционировать, и пожарным пришлось направить струи воды в воздухозаборники, чтобы остановить их. После всех обеспечивающих безопасность мероприятий для анализа результатов крушения на борт проследовала группа ученых. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при подобной авиакатастрофе наиболее уязвимы пассажиры, находящиеся в передней части салона. Одно из передних кресел вылетело из самолета на 150 метров, и те, кто находился в этой зоне, погибли бы из-за сильных перегрузок и повреждений, несовместимых с жизнью. Пассажиры, находившиеся в районе крыльев, получили бы серьезные, но не смертельные переломы и травмы. Однако эти увечья могли бы затруднить их передвижение, что могло быть критически опасным при пожаре на борту. Манекены, расположенные ближе к хвостовой части, практически не получили повреждений. Тем не менее, стоит понимать, что каждый инцидент уникален. И если бы самолет ударился другой частью, то все могло бы быть по-другому. Исследование также выявило, что пассажиры, не находящиеся в рекомендуемой при аварийной посадке позе, подвергаются большей опасности, чем те, кто, согласно правилам, пригнулся коленем и обхватил голову руками. При сидении в прямом положении в момент столкновения возрастает риск удара лицом о переднее кресло, что может привести к травмам шеи и головы. Важно отметить, что незакрепленная ручная кладь, обломки и другие предметы, хаотично летающие по салону, представляют большую опасность для пассажиров, так как могут нанести им серьезные травмы. А разрушенные элементы отделки и оборудование самолета могут затруднить или вовсе исключить возможность эвакуации. В целом, эксперимент по контролируемому крушению Boeing 727 стал значительным мероприятием, позволившим получить ценную информацию, которая может быть использована для повышения безопасности пассажиров в будущем. Это не первый эксперимент подобного рода. В 1984 году в исследовательском центре Эймса в Калифорнии НАСА и Федеральное управление гражданской авиации США провели демонстрацию контролируемого удара, также известную под названием «крушение в пустыне». Целью этого эксперимента была демонстрация новых технологий для снижения риска гибели и травмирования пассажиров в авиакатастрофах, в частности, исследование специальной присадки к топливу, предназначенной для минимизации воспламенения после катастрофы, и изучение эффективности новых технологических систем салона. Однако результаты теста показали, что испытываемая топливная присадка почти не снижает интенсивности пожара, и выявили необходимость ряда изменений в оборудовании пассажирского
пассажирского салона. Левое крыло Boeing 720 неожиданно ударилось о землю, и лайнер превратился в огненный шар. Согласно заключению Управления гражданской авиации, выжило бы примерно четверть пассажиров, если бы произошла такая авария. А на сегодня все. Ставьте лайки, делитесь этой историей с друзьями и близкими, подписывайтесь на журнал здесь и на других платформах, ссылки на которые найдете в описании под видео. Пока. Читайте журнал.